Так, начать эфир. Эфир-то начать. Так, ага, поделиться. Господи. Ах ты ж, господи, сейчас. Так, это сюда, это сюда, это сюда. Ух ты, хитрит, мадрид. Так. Так. Звук выключим. Так, Вибер включим. Так, стрим запустим. Угу. Так, сообщения все подряд. Почему некоторые сообщения? Видны все сообщения. Так. Итак. Ага, так и так. Так, это мы яркость чутка снизим. Так, пойдет. Потянет. Так, всем привет. Всем здравствуйте, добрый вечер там и так далее и тому подобное. И снова здравствуйте. И потом здравствуйте. Вот, короче, в любом случае здравствуйте. Так. Не по теме стрима, сульфат натрия в порошке вместо ампульного как стоит ли? Так вот, который ампульный, он как минимум стерильный, который в порошке теоретически да, можно, но вопрос в примесях. Вот. Скажем так, насколько он съедобный. Да. Так, таким образом. Ну что, господа. Не будем тянуть кота за хвост, да, поедем сразу по теме стрима, в общем-то. Так, значит, смотрите, интересно, какая штука получается. Да, начнем, значит, с того, что, откуда информация у меня. Информация у меня точно так же, как у всех остальных, по большому счету, из сети. В качестве источников выступает, значит, наши же СМИ, раз. Второе, значит, господин Делягин, вот, который у нас является как минимум депутатом Госдумы, должен быть в курсе всех этих вещей, и который, собственно, экономист, и опять же, должен знать все эти вещи подробно. Вот. Ну и, собственно, здравый смысл в качестве фильтра всех этих, собственно, вещей. Так, значит, теперь смотрите. Начнем с такой штуки, как вирулентность. Вирулентность не принципиально, суть в другом. Вирулентность – это у нас соотношение, вот понимаете, это как весы. Вот как весы, по большому счету, на одной чаше весов у нас находится способность нашего иммунитета сопротивляться, вот, оказывать сопротивление инфекции, а на другой чаше весов как раз-таки та самая инфекция и ее способность заражать. И, соответственно, чем сильнее просаживается иммунитет, тем выше поднимается способность инфекции к заражению, к размножению, к развитию и так далее. Понятно, да? Значит, если мы поднимаем иммунитет, у нас автоматически падает способность инфекции к размножению, к заражению, там, инфицированию и так далее. Дело в том, что мало того, чтобы, значит, инфекция там попала к нам в организм. Попасть-то она попадает. Мы же все равно не можем находиться в изолированном состоянии, да, от мира. Вот. Мы дышим одним и тем же воздухом, значит, с окружающими людьми. И, собственно, куда от этого деваться? Вот. И естественным образом мы
получаем через органы дыхания, через, значит, рот, там, глаза, через слизистые вообще, через полости организма мы получаем, значит, кучу различной микрофлоры, кучу разной живности внутрь себя. Куда она вся девается? Ну, значит, механизмов на отсортировку вот этой всякой дряни у нас в организме до хрена и больше. Вот. И все вот это вот вся система, способность организма, значит, уничтожать там вот эти вот патогенные, значит, там вещи и так далее и тому подобное, вот этот весь комплекс мероприятий, которые наш организм проводит и в состоянии вообще проводить, он и называется, собственно, иммунитетом. Вот. Мало этому самому микроорганизму в наш организм попасть. Ему там надо начать размножаться, развиваться, да. Для вируса, например, это должна быть способность его встраиваться. Вот, потому что вирус, напомню и вообще сообщу тем, кто не знал, вирус в переводе на русский означает яд. Всего-навсего. И обычно вирус представляет из себя просто-напросто огрызок ДНК. Ну, так, несколько вот этих элементарных аминокислот, слепленных между собой, и они пытаются изображать, значит, что-то там из себя. Соответственно, когда мы имеем неполноценное питание, нам говорят, организм наш, там, иммунитет ослаблен из-за неполноценного питания. Как он может быть ослаблен? Ну, например, в том числе, значит, наша ДНК, вот это вот, которая состоит там из 4 нуклеотидов и 2 еще там, все это относится к аминокислотам, вот, всего из 6 элементов, причем в основном из 4, и 2 это так, до кучи, побочно. Понимаете? И вот из этих комбинаций, этих 6 элементов состоит, собственно, вся ДНК. Вот. Но если какого-то элемента где-то не хватает, дырдочка, пробельчик, вот туда в состоянии встроится вирус. Если он имеет необходимый элемент. Все, и он туда встраивается. И получается, да, вот эта спиралька, а откуда-то сбоку, значит, торчит вот эта вот хрень с хвостиком и бантиком. Все. Вот. Нарушается работа ДНК, нарушается работа клетки, нарушается работа органов, всего организма и так далее. То есть, вам надо понять, что вирус это, для начала, не живое существо совершенно. В принципе, сам по себе размножаться он не может, использует для размножения ваш организм, банально в него встраиваясь, заставляя, значит, клетку его тиражировать. Все. Вот. Значит, теперь поехали дальше. Вирусов вообще много, их много разных там классификаций этих самых вирусов, много и так далее. Та же самая оспа у нас тоже считается вирусом, относится к вирусам, ну там другой вирус. Вот. Это, опять же, вот все вирусы, если брать, это у нас достаточно широкий перечень всякой дряни. Общее название имеет вирус. Общее название, то есть в переводе на русский яд, всего-навсего. То есть первое, что их классифицирует, это не живое существо, это не бактерия, это не микроб какой-то, то есть это не живое существо. Сразу для начала. Это первое, что их объединяет. Вот. Второе. Значит, если мы, например, возьмем для сравнения вирус гриппа, вот. Очень многие считают, что они там болели гриппом или там чем-то еще они там болели. Вот. Хотя на самом деле это было ОРЗ, ОРВИ там, и так далее и тому подобное. Чем характерен грипп как таковой? Грипп характерен в первую очередь высокой температурой. Высокая температура, как я уже неоднократно рассказывал в своих материалах, она характерна последствиями. Вот, из-за своей длительности. Особенно если, соответственно, организм несколько ослаблен.
Ослаблен в том плане, что у него нет должного запаса нужных веществ. У него неполноценная микрофлора, которая теперь не в состоянии синтезировать все, что организму требуется. Витамины, аминокислоты там, и так далее. Вот. Но, еще раз, в первую очередь, тот же самый грипп, он характерен именно высокой температуры, там температура под 40, иногда за 40. Вот. В этих случаях обычно человек теряет огромное количество воды, раз, производится огромное количество токсинов, два, и вот эти токсины, как химические вещества, начинают нарушать, значит, химические реакции в нашем организме, из-за чего и возникают все осложнения. Вот. То есть, еще раз, чтобы вы понимали четко и конкретно, что такое биологическая жизнь. Биологическая жизнь, то есть, например, наше с вами существование как биологического организма, это всего-навсего цепочка химических реакций. Все, ребятки. Если вы в какую-то химическую реакцию начинаете добавлять, значит, посторонние ингредиенты, то реакция может у вас либо вообще не пойти, что для организма заканчивается обычно летальным исходом, да, либо реакция начинает идти с нарушением. Вот это вот нарушение протекающей реакции и вызывает осложнения какие-либо. Опять же, на фоне проседающего из-за вируса иммунитета начинают активизироваться содержащиеся в нас микроорганизмы. Мы постоянно являемся носителями различной живности, там целого зоопарка, блин. Вот. Вплоть до там туберкулезной палочки, например, да, там, вплоть до кишечной палочки, там, и так далее, понимаете? И вот эта вся зараза, она активизируется, получает возможность размножения только тогда, когда у нас падает иммунитет. Все, в том числе вносит, значит, как раз таки свой вклад вот в эту вещь, которая называется осложнение, например. Значит, дальше поехали. Последнее время в создании, так сказать, биологического оружия лидирует у нас такое вот направление, как скрещивание, вируса и какой-нибудь живности, вот, какой-нибудь бактерии. То есть одно норовят прицепить к другому. И, соответственно, где вирус работает именно как таран, пробивающий, просаживающий иммунную систему, а, соответственно, эта бактерия, она чего? Начинает активно размножаться, добивая организм. К этим у нас относится свинский грипп, к этому, значит, у нас относится птичий грипп. Вот. Соответственно, примерно к этому же относится вот этот вот, значит, сейчасшний грипп. Да, который, коронавирус, один из коронавирусов, там, почему корона? Ну, потому что он, под микроскопом выглядит именно так. По большому счету все. Ребят, там тоже живые люди сидят в научных институтах, лабораториях, вот, причем с чувством юмора, поэтому они все это дело называют примерно как тот Чукча, который как видит, так и поет. Вернее, что видит, о том и поет. Вот. Здесь вот то же самое. Значит, поехали дальше. На странице ВКонтакте у себя я, значит, выкладывал гифку с динамикой развития коронавируса на планете. Предлагал, значит, все это дело посмотреть, вот, и попытаться, значит, просчитать те закономерности, которые эта гифка показывает, собственно. Вот. Если прямо сейчас зайдете в группу ВКонтакте у меня и посмотрите. Так вот,
Смотрите, на первом месте у нас очень долго лидирует там Южная Корея. Ее, значит, стремительно догоняет Италия, которая потом вырывается на первое место, и потом, значит, догоняет и вырывается на второе место Иран. А Южная Корея потихонечку уходит на 4-е место после Испании. Задаемся вопросом, а какого, собственно? Там вообще вот Юго-Восточная Азия, она вся, вот так вот этим самым вирусом накрыта. Качественно. Ну, во-первых, Юго-Восточная Азия – это у нас регион с жарким влажным климатом, в котором огромнейшее разнообразие патогенной флоры и фауны. Значит, и народ там выживает только благодаря большому количеству того самого жгучего красного перца, и, то бишь капсаицина, потребляемого с едой. За счет этого они выживают и до сих пор, значит, там еще не вымерли, как папанты. Вот. То есть, это страны с хронически, как сказать, жителями, с хронически просаженным иммунитетом. Причем, мало того, что хронически просаженный иммунитет, у этих ребят иммунитет просажен фактически на генетическом уровне. Вот все те, кто бывал вообще в Китае, в Юго-Восточной Азии, наверное, отмечали кривость, корявость зубов у местных жителей. Это как раз-таки показатель того, что почему-то организм либо неправильно спроектирован, да, что зубы не помещаются, либо у этого организма в период становления, формирования, развития было недостаточно питательных веществ для того, чтобы правильно сформировать верхнюю, нижнюю челюсти, чтобы всем зубам было место. Понятно, да? Еще раз, если организм что-то не доедает, начинают вылазить вот такие кракозяблы. Если организм не доедает, соответственно, он недополучает нужных веществ, и тогда химические реакции протекают не совсем правильно. Понятно, да? Из-за чего происходит просадка иммунитета. Это раз. Это то, что объединяет страны Юго-Восточной Азии вообще. Дальше. Почему некоторые страны в этом списке так активно лидируют? При этом всем Япония там вообще куда-то потом проваливается. Сначала они попали под это хозяйство, а потом куда-то там на последние места провалились. Ну, Япония изначально, если что, союзник Соединенных Штатов. При этом всем Южная Корея, например, с одной стороны, вроде как союзник Соединенных Штатов. Вот, там базы американские размещены. А с другой стороны, Южная Корея это так-то нехилый такой конкурент. Потому что Южная Корея у нас характерна наличием компании Samsung. Вот. Мало того, компания Samsung в Южной Корее образовалась только благодаря политике правительства Южной Кореи, которая не щадит денег на развитие науки. Из-за этого выросла компания Samsung. Компания Samsung характерна тем, что она одна из немногих, их сколько сейчас, 2 или 3 конторы, по-моему, на всем шарике осталось, которые на сегодняшний день в промышленных масштабах выращивают кремний. Тот самый кремний, вот, который у нас идет на память для электронных гаджетов, там процессоры и так далее. То есть это кремний очень высокой степени чистоты. Раз. Второе. Мало его вырастить, его надо еще умудриться красиво нарезать, настрогать на пластинки, не повредив структуру. Это, высокие технологии. Вот компания Samsung этим занимается.
Да? Компания Samsung в том числе производила и производит определенные компоненты для компании Apple. Компания Samsung является прямым конкурентом компании Apple. Понятно, да? Значит, если кто еще не понял, Первая мировая война произошла из-за мирового кризиса финансового и передела рынков. Вторая мировая война произошла, ну, просто потому, что Первая мировая война закончилась из-за такой ерунды, что у всех просто вот закончились там ресурсы. Все, поэтому пришлось прекратить Первую мировую. Поэтому, когда все ресурсов подкопили, Первая мировая продолжилась. Продолжение Первой мировой обозвали Вторая мировая война. Все, ребятки. Значит, Вторая мировая война закончилась не так, как хотели те, кто ее, собственно, начинал. И это было очевидно, что она все равно тоже будет иметь продолжение под названием Третья мировая война. Все ожидали, что Третья мировая будет в виде ядерной и, соответственно, последней войны. Хренушки, ребятки. Вот. Мы не одни с вами жить хотим. Те, кто эти войны норовит развязать, они тоже жить хотят. У них тоже пока. Значит, Илон Маск там, конечно, старается, в него вбухивают огромнейшие бабки. Значит, но результаты у него пока более чем скромные. Вот, да. Поэтому вопросы на Земле, на шарике решать один хрен надо. А вот каким образом, собственно, американцы здесь и показали, каким образом они решили решать этот самый вопрос. Благодаря вот этому самому вирусу. То, что на сегодняшний день, скажем так, в определенных кругах достоверно известно, что это боевой вирус, значит, что его произвели американцы, это уже как бы просто факт, непреложный. Вот. То, что, значит, китайцы благодаря своему, как сказать, строению государства достаточно быстро с ним справились, это китайцы молодцы. Вот. Собственно, России, как опять, как всегда, как водится, помогает, значит, климат. Вот, потому что вирусы, они вообще хреново в холодных условиях выживают, а у нас все-таки какая-никакая, блин, но зима. Вот, да, и все-таки, значит, у нас здесь Советский Союз закончился не так давно, вот, огородников истребить еще не успели. Народ все-таки предпочитает натуральную еду, в отличие от той самой Европы, которая давным-давно сидит на химии. Вот, полной химии уже. Соответственно, имеет достаточно сильно просаженный иммунитет на самом-то деле. Вот, такая вот штука у нас интересная получается. Европа, опять же, значит, если вы посмотрите вот эту самую гифку, там у нас вылазит в этой гифке бодренько так на первое место Германия. Ну как, не совсем на первое, но одно из ведущих мест после всех вот этих вот стран Южной Азии, Малайзия, там Тайвань и так далее. Очень быстренько, значит, там. Где у нас? Где это Германия? Где? Вот она все-таки Германия, но так и норовит, значит, оказаться наверху. Почему? В конечном итоге, значит, Германия там оказывается наверху. Франция ее, конечно, обгоняет там. Вот. Испания там норовит, значит, обогнать. Ну, Германия как раз вот там вот после Южной Кореи, Испания, Южная Корея, Германия идет. Германию все-таки старательно добивают, потому что это ведущая экономика Европы, и фактически для Европы это паровоз, то есть та страна, которая по жизни задает направление движения для вообще всех стран Европы. Вот. Все, собственно, там на сегодняшний день на первом месте стоит экономика. Все, поэтому Германию старательно добивали, впрыскивали туда вот это вот хозяйство и так далее. Значит, еще раз. Но, получается такая штука, что, с одной стороны, да, вирус был применен,
Поэтому, так как вирус боевой, поэтому все страны всполошились. Не потому, что это так массово. А на самом деле ежегодно в мире от простого гриппа, насрать, каждый год от гриппа в мире погибает 650 тысяч человек. Погибает 650 тысяч человек. От коронавируса на сегодня умерло где-то то ли 8, то ли... Ну, журналисты уже, значит, округлили до 10 тысяч. Но вообще так 8 с копейками тысяч человек по всему миру. Всего-навсего. Это совсем не тянет. Не то же на пандемию. Это даже на эпидемию банальную не тянет. Значит, это при том, что, как нам заявляют официально, на планете порядка 7 миллиардов. Ребят, посчитайте, сколько это в процентах. 8 тысяч от 7 миллиардов, сколько это в процентах? Значит, 200 тысяч человек заражено на сегодняшний день этим самым коронавирусом. Еще раз, даже, ну вот лично я считаю, что на Земле так-то порядка 4 миллиардов человек. Ниоткуда там 7 взяться. Значит, порядка 4 миллиардов. Даже к 4 миллиардам человек 200 тысяч. Это что? Это ни о чем. Значит, весь шум, гам пошел только из-за того, что спецслужбы быстро чухнули, что это боевой вирус. Это боевой вирус. Потому что в свое время, как сказать, когда договаривались, да, были вынуждены, скажем так, к каждой лаборатории дать свою подпись. Грубо говоря, если эта лаборатория производит химическое оружие, там в составе вот этого химического оружия будет элемент, который будет являться подписью фактически. То есть, что за лаборатория, можно будет вычислить сразу. Поэтому все вот эти вот вопли на тему там Сирия, химия, там, это все, блин, так, для журналистов чисто. Вот. Все то же самое для производства радиоактивных веществ, все то же самое для производства, значит, биологического оружия. Каждая лаборатория имеет собственную подпись. Она обязана ее иметь. Поэтому, первое. Сразу, значит, было понятно, что это были американцы. Значит, теоретически, практически любое государство, подвергшееся атаке биологическим оружием, имеет право нанести ядерный удар по той лаборатории, которая, значит, произвела вот это биологическое оружие. Но, естественно, все понимают, если сейчас бахнуть по Америке ядерным зарядом, это мгновенно получить обратку по полной программе. Да? Все хотят жить, дураков нет. Вот. Но все поняли, что это просто-напросто, что называется, последнее китайское предупреждение. То есть, грубо говоря, это был предупредительный выстрел в воздух. Поэтому все мгновенненько закрыли, перекрыли границы, сидят тихо, значит, и не отсвечивают. Просто-напросто. Все. Потому что самое простое, как импортировать в страну, в какую-то, ввести какую-то биологическую заразу, это отправить туда человека или животину с этой самой заразой, носителя. Это, надеюсь, понятно всем. Вот. Извините, я сегодня не подготовился, пью пакетированный. Вот. Раз. Это у нас как бы первая причина. Причина вторая. Значит, любой экономический кризис, как если вы не заметили, последние все 3 раза решался строго за счет обычных войн. Банально. Причем, значит, смотрите, если первый у нас такой глобальный мировой кризис, он решился за счет Первой мировой войны, второй, соответственно, кризис, он решился за счет Второй мировой войны, ну, не решился так, он был отсрочен,
Третий, значит, глобальный кризис был решен за счет развала Советского Союза. Там пожрали на костях, значит, нехило так. Вот. Да, потому что экономики Европы, Америки, они чисто колониальные. То есть для того, чтобы получать поддержку, они вынуждены, значит, постоянно заполучать ресурс откуда-то, то есть из каких-то колоний. Все, им надо жрать. Это по большому счету паразиты. Они внутри себя норовят ничего не производить и не норовят к чему-то присосаться и сидеть там сосать. Как в свое время, значит, Англия вела себя в отношении Индии, вот, как в свое время Германия вела себя там и Франция в отношении Африки, вот. Так сейчас, значит, Штаты ведут себя по отношению к той же самой Европе, например, да, и фактически для этого же самого грохнули Советский Союз, для того, чтобы, значит, пожрать. Едят до сих пор, да есть все никак не могут, там уже кости, блин, догладывают. Вот, да. То есть это вот такая вот картинка у нас складывается. Фактически на сегодняшний день, да, идет та самая Третья мировая война, и в качестве основной жертвы у нас выступают мозги. То есть даже не легкие, не иммунитет, не что-то биологическое, а мозги. Вот. Ситуация усугубляется такой вот интересной штукой. Значит, смотрите, даже у нас в России, здесь люди, ну, блин, если мы берем, например, наше правительство, там сидят люди, которые мои ровесники и даже старше. То есть это люди, получившие классическое советское школьное, значит, образование, и в том числе высшее там, значит, образование, классическое советское, полное, то самое, которое лучшее в мире. Вот. Но так как у нас в основном сидят там бывшие двоечники-троечники, вот, то мозгов там все равно мало. Тем не менее, это образование, даже, блин, для двоечника было все равно лучше, чем то образование, которое в то же самое время получали люди, жившие в Европе и Соединенных Штатах. На сегодняшний день Штаты и Европа представляют собой практическое воплощение фильма «Идиократия». Фактически. Это уже, скажем так, надо признать по полной программе. Все. В том числе оттуда вот эти вот все, значит, дикие, ненормальные распоряжения. Ну, ребят, смотрите, вот самое простое, да, это дичь. Это на Канарских островах, например, да неважно, люди сидят, не люди, другой биологический вид, какая разница? Если либо это разумное существо, да, либо это у нас уже тупое существо. Мы сейчас об этом говорим. Вот. То, что там рептилоиды там, и так далее, кубаноиды, там, это абсолютно не принципиально на сегодняшний день. Важно, значит, какие решения принимают и под воздействием каких, значит, химических веществ эти решения принимают. Но когда, например, на Канарских островах закрывают пляжи к чертовой матери, возникает вообще дикий вопрос. Какого, собственно? Исходя из чего, например, закрываются пляжи? Ну, вот тебе свежий воздух, да, там продувается вот это вот все хозяйство. Да там, блин, хрен чем заразишься. Закрывают. Выпнули нахрен всех яхтсменов, которые даже там на якоре у побережья стояли. Всех выпнули в море, запретили приставать к берегу. Это конкретно распоряжение правительства Испании. Понимаете, это, блин, я не представляю, исходя из чего надо принимать вот такие вот меры. Обрекая людей фактически на гибель, да, в океане. Вот. Пресная вода, жратва, кроме рыбы, какая-то тоже нужна. Чего?
То есть при том, что власти, например, там абсолютно не смотрят, готов экипаж к выходу или нет, затарился он продуктами или нет. Это их абсолютно не интересует. Вот. Дальше. Значит, дальше. Давайте будем смотреть, например, такую штуку. С января месяца Роспотребнадзор досмотрел больше 4,5 миллионов человек с признаками заболевания, выявлены с признаками инфекционных заболеваний, даже не коронавируса, просто инфекционных заболеваний, выявлено всего 400 человек. Еще раз, кто-нибудь посчитайте мне в процентах, сколько это? От 4,5 миллионов 400 человек. Именно просто с инфекционными заболеваниями. То есть это ни о чем. На сегодняшний день у нас сложилась ситуация, значит, абсолютно, значит, дебильная. Когда региональные власти выслуживаются перед федеральными, вот, и, соответственно, придумывая, значит, там меры борьбы, там все. Ну, в общем, конкурс на премию Дарвина фактически объявлен. Понимаете, вот. Как это сказать по-другому, я не знаю. Я боюсь, что меня тут привлекут, если я буду называть, значит, это конкурс дебилов, блин, фактически происходит сейчас. Вот. Ну, наверное, меня могут привлечь там, попытаться к ответственности, да, вот, за это оскорбление власти, мать их, за ногу. Вот. Но когда в тех регионах, где в принципе нет проблем даже с банальным гриппом, закрывают к чертовой матери школы, особенно при той статистике, согласно которой дети как раз таки в группу риска, блин, не входят, особенно при той статистике, согласно которой в Российской Федерации, по-моему, еще никто не умер. У нас, по последним данным, что-то в России всего 300 человек больны этим самым вирусом. Вот. Из них уже кто-то даже там выздоровел. Ни один еще не умер. И вот, да, 300 человек. Относительно сколько у нас? 136 миллионов в стране живет, да? Вот. Или 132. Не принципиально. 300 человек на 130 с лишним миллионов. И вот на фоне такой статистики закрывать школы к чертовой матери. Смысл? Это называется, как это, блин, вирусобесие, да? Коронабесие, блин. Как это можно обозвать, блин? Вот. То есть, по большому счету, как я понимаю, на сегодняшний день правительства стран банально тренируются в создании и контролировании паники. Все, по-другому я сформулировать не могу. Вот ту ерундистику, которую я вижу. Вот. Элементарно. В свое время, значит, в Штатах, это банально вот где-то что-то лет несколько назад, там порядка лет 10 тому назад, или может чуть больше, была такая штука, вводили обязательное вакцинирование от какой-то там заразы. При этом всем вакцинация была обязательная для всех. Вот. Вплоть до того, что банально людей проверяли, значит, были приборы, созданы для дистанционного контроля, провакцинированы люди или нет. Вот. Их там что-то метили чем-то. То ли изотопом каким-то. Ну, какая-то такая вот ерундистика была. Вот. Людей, которые выходили банально из транспорта, проверяли этими приборами дистанционно. Кто не был провакцинирован, соответственно, штрафовали. Вот.
В том числе там была сделана такая штука, были построены загородные лагеря, концентрационные лагеря, о чем было объявлено абсолютно официально. Как положено, с колючей проволокой, с бараками, с охраной, с вышками, пулеметами и так далее. И было сообщено, что кто, значит, откажется вакцинироваться, того будут отвозить туда на карантинные мероприятия. Там принудительно вакцинировать и т.д. и т.п. Значит, это один из сценариев, собственно, вариантов развития ситуации, которая может в скором времени у нас сложиться. На сегодняшний день это просто репетиция, даже не генеральная, может оказаться, еще раз. Сейчас я рассматриваю банально те сценарии, которые могут произойти, да? Потому что вариантов на сегодняшний день у меня как бы несколько того, что происходит. Вариант первый. Банально на сегодняшний день правительство Европы, Штатов это идиоты, которые не получили нормального, внятного образования, особенно глядя на то, что они заявляют там в отношении итогов той же самой Великой Отечественной, Второй мировой войны там, и так далее и тому подобное. Вот. То есть там просто набор каких-то кривых данных в голове с неумением делать логически связанные выводы. И эти люди, да, стоят там сейчас у власти. Банально. Поэтому они в состоянии принимать сейчас любые, даже самые идиотские решения. Вот. Испания тому пример. Значит, вариант второй. Вариант второй. Все делается логично, связано. И сейчас происходит банальная тренировка на тему того, чтобы, скажем так, начать загонять людей по там лагерям. И, например, для того, чтобы, как это вам объяснить? Вот смотрите, есть такая хрень, называется составной яд. То есть составной яд это вещество, состоящее из нескольких элементов. Каждый элемент сам по себе безопасен. При этом каждый элемент сам по себе в организм человека попадает, но выводится оттуда крайне плохо. Таким образом, человек, например, получает сначала один элемент этого яда, потом второй элемент этого яда, потом получает третий элемент этого яда и загибается. При этом всем, соответственно, доказать, что его там отравили, практически нереально, потому что все по отдельности это нормальные, достаточно безопасные элементы. Понятно, да? Вот. Вот эти все нынешние яды, вирусы, вот эти вот все, значит, там в том числе некоторые вакцины, как вот эта вот вакцина от ВПЧ, блин, там от рака шейки матки, там гордосил вот этот ненормальный, блин. Уже все, уже наши медики признали, блин, да, что вот если этот гордосил применяет, то там, да, гарантированно будет тот самый рак шейки матки, блин, фактически, гарантированно. Вот. Понятно, да? Вот. В России люди еще остались с мозгами и даже с совестью некоторые. Вот. Вот в чем дело. Да. Соответственно, может получиться таким образом, что, скажем так, заставив население заполучить через вирус, через вакцину от вируса какие-то элементы составного яда. Потом день Д, час Ч, минута М, как говорится, под предлогом того, что началась какая-то пандемия, эпидемия, а что, народ у нас уже пуганный, народ у нас уже, блин, дисциплинированный, да? Сейчас всех загнали по домам, хотя спрашивается, на кой леший? На 19 миллионов человек в Москве всего несколько человек, блин, зараженных. И несколько миллионов человек. Вот. Значит, но тем не менее, в Ставропольском крае уже начались возбуждения дел административных, уголовных в отношении, значит, людей,
которые нарушают режим самоизоляции. Ядрить Мадрид. Ну, допустим, я бы приехал, значит, из вот какой-то страны, которая там у нас с этим самым вирусом, да, мне вот теперь предписано сидеть дома, блин, носа не высовывать. Не, ну классно, зашибись. Я что, теперь должен с голодухи сдохнуть, что ли? Мне в магазин-то теперь вообще, что ли, не выйти? А водички купить? Чистой, питьевой, а не ту дрянь, которая из-под крана. Так вот, к примеру. А вот до аптеки там дойти, я не знаю, в связи с этой хренотенью там валерьянки себе прикупить. Тоже нельзя. Понимаете? Вот какая штука. И народ уже будет шуганый, пуганый. Уже все, значит, будут сидеть дома. А что, все нормально. В результате, значит, этого хозяйства получится у нас что? Телевидение работать перестанет. Ну, потому что, чтобы работало телевидение, надо, чтобы кто-то сидел в студии, например, да? Легко и непринужденно может, значит, перестать работать интернет, сотовая связь начнет барахлить. Люди перестанут понимать, знать, что происходит, значит, вокруг. Вот. Ну, на тему воды кипятить, отстаивать, ну, что я по-вашему, блин, совсем такой деревянный, что, блин, не предполагаю таких вещей. Она даже после кипячения, отстаивания, блин, кака редкостная, блин. Вот. Да. Так вот. Останется только подгонять автобусы, да, с использованием МЧС, с использованием внутренних войск у нас теперь нет, их переименовали в Росгвардию. В Росгвардию, как известно, значит, умных не берут, они там не нужны, там нужны верные. Вот. Причем умные там совсем не нужны, там нужны совсем верные. И под надзором, соответственно, МЧС и Росгвардии людей организованно могут начать вывозить за город в так называемые пункты чего? Карантина, да? Где будут производиться вакцинирование, лечение, а те, кто, значит, все-таки вдруг помер, их, соответственно, будут тут же сжигать. И попробуй доказать, что он помер именно от болячки, а не от того, чем его вакцинировали. И доказывать, соответственно, будет уже, в общем-то, и некому. И вот эти все чинуши на местах, они будут банально выполнять приказы сверху, иначе их самих отвакцинируют по полной программе. Ну, сейчас, еще раз говорю, это как один из сценариев. Такие сценарии, по большому счету, нужны для достаточно интенсивного решения вопроса с перенаселенностью на планете. Да, например. Вот. Как-то так вот. Каким-то таким образом. Третий сценарий, например, это, да, отработка на практике вируса избирательного действия, который поражает, значит, людей в возрасте. Вот. Люди в возрасте должны отключить интернет. Я только что про это говорил. Интернет отключить вообще не сложно, на самом деле. Вот. Я это уже сказал. Начались проблемы с интернетом? Ну, так я же еще раз говорю. Уронить сервера или там сообщить о том, что сервера упали, значит, это вообще ведь на сегодняшний день как бы не вопрос. Вот. А то и просто, значит, отрубить электроэнергию, собственно, да и все. Вот. Да. Да, как-то так. Вот. То есть вариантов может быть, сценариев может быть несколько. И по большому счету, что происходит на сегодняшний день, значит, естественно, не до конца понятно. С одной стороны, да. Европейское руководство, американское руководство демонстрирует, значит, полную идиотию, например. Раз.
Вот. Второе, значит, на сегодняшний день происходит такая вот борьба, значит, наших с американцами. Да, Владимир Владимирович, наш сказочный, да, президент, понимаете ли, изо всех сил, не щадя, значит, уже достаточно давно объединять что-то как-то и так далее. Да. Для этого надо свалить американцев и начать переделывать мир, значит, и так далее. Вот. В свое время Троцкий хотел бросить русский народ в костер мировой революции для достижения целей той самой мировой революции. Вот. Да, Троцкий. За это, собственно, ледорубом его приголубили. Вот. Но троцкистов у нас, его последователей, было достаточно много, начиная с того же самого Хрущева, к примеру. Да. Вывод. Да. Значит, следующее, что я хотел сказать. Значит, смотрите. На самом деле, больше всего беспокоит состояние российской медицины как понятие и явление. То есть, фактически, сегодняшняя ситуация показала несколько ключевых моментов. Момент первый. Да. Момент, значит, первый. Смотрите, у нас полная жопа. Извините, я не буду стесняться больше в выражениях, потому что как это вот все выражать культурным языком, уже сложно понимаю. Полная задница с сертифицированием измерительных приборов. То бишь, когда, например, завозятся электронные термометры в России из Китая, закупленные этим самым Минздравом через Алиэкспресс, понимаете, происходит простая вещь. Градусники просто закупаются самые дешевые, ввозятся просто в страну, распределяются просто по поликлиникам, при этом сертифицирование как измерительных приборов они не приходят. У нас нет сертификации измерительных приборов. Поэтому эти градусники показывают черти что и что попало. Значит, в результате на сегодняшний день уже выявлено, что те градусники, которые продаются в московских аптеках, то есть там последние, предпоследние, там 2 последних завоза этих самых градусников, эти градусники завышают показания как минимум на градус. То есть, если у человека температура, условно, как вот Делягин про себя рассказывал, температура, значит, 36,9, градусник ему будет показывать температуру под 38. Еще пару десятых добавляем, получаем 38,1, допустим. Понимаете? Здрасте, приехали. Собственно. Вот. Раз. Второе. Китайцы создали тесты для коронавируса, которые определяют, коронавирус это или нет, в течение часа. Но наши не могут это хозяйство ввозить, потому что это все не сертифицировано. И не будет сертифицировано. Понятно, да? Все. Дальше. У нас есть предприятие, которое наладило производство своих тестов. Но производство тестов крайне мало. Ну, по меркам страны-то. Раз. Второе. На тест уходят порядка суток. Вот. Третье. Этими тестами снабжаются только Москва и Ленинград. Все. В результате этого появилась очень интересная такая ситуация, согласно которой у нас нет заболевших коронавирусом среди граждан, проживающих вдоль китайской границы.
То есть, как бы, Китай у нас там Ухань, там вот это все, там вот этот самый коронавирус и т.д. и т.п. Там вот это вот достаточно активное, значит, перемешивание людей было. Но коронавируса в Хабаровске, ну, вообще там в городах вдоль китайской границы у нас нет. А вот в Москве, которая, значит, не граничит вообще ни с каким государством, у нас, значит, куча заболевших. Понятно, да? Причем в основном заболевших тех, кто приехал из Италии. Да. Значит, это то, что, значит, вид сверху. Теперь вид изнутри. На самом деле, в городах вдоль китайской границы достаточно бодро, активно люди болеют гриппом, им ставят диагноз грипп. С осложнениями на легкие. Люди, да, болеют, но в основном выздоравливают. Практически все. И если взять классическую симптоматику, то это получается коронавирус. Да, температура под 40, у некоторых за 40. Тем не менее, люди выживают, выздоравливают. Понятно, да? То есть у нас, собственно, как всегда, пока в Москве орут, визжат, исходят на говно, блин, суетятся, блин, организуют панику, значит, изо всех своих сил, в Сибири, на Урале, спокойненько переболели, и все. Потом дошло до Москвы, значит, в Москве обосрались жидко, всем, значит, отрапортовали о мерах борьбы. Ну, это как было в свое время, значит, с птичьим гриппом, когда у меня знакомый, значит, переболел. Диагноза ему так и не поставили, он просто переболел в достаточно слабой форме. Вот. Но классическая симптоматика была именно это. Свинский грипп точно так же, значит, прошелся, народ переболел. Тишина была во всех СМИ. И только когда все это дело там добралось до Москвы, начались основные вопли. Вот. Сейчас вся та же самая фигня. Еще раз, основная информация по коронавирусу. Значит, смотрите, ребятки, он поражает в первую очередь людей, отягощенных какими-то заболеваниями хроническими. Еще пока никто не умер от самого коронавируса. Все умирают от тех заболеваний, которые у них уже были на момент заражения. Вот. Поэтому, ребят, ну, блин, возьмите здоровье в свои руки, хватит все это дело запускать. Понятно, да? Иммунитет надо поднимать. Как я неоднократно уже, собственно, говорил, вам поможет только собственный высокий иммунитет. Только он вас защищает от любой, собственно, заразы. Вот. Теперь конкретно. Меры профилактики. Вот. Потому что когда уже хапнул, тогда, блин, действовать надо симптоматически, по факту. Вот, собственно, да. Смотрите. В свое время, когда в Европе свирепствовала чума, была выловлена группа мародеров, занимавшихся грабежом домов чумных больных. Их отловили и, соответственно, задали вопрос, почему они не боялись. Значит, нет, отстаньте уже вы от прополиса и продуктов пчеловодства, блин. Ребята, еще раз, это распиаренная, очень дорогая, но очень малоэффективная хрень. В некоторых случаях кому-то строго от чего-то там помогает. В основном, по большому счету, никому. Значит, зато дорого, да. Так вот, группу мародеров отловили, задали вопрос, почему они не боялись ходить по чумным домам и так далее и тому подобное.
Ответ у них, значит, отобрали шантажом. Ну, по большому счету, обменяли их жизни на этот самый ответ. Их помиловали, пощадили, не стали казнить в ответ на этот рецепт. Рецепт был очень простой. Они мыли руки, умывались перед тем, как идти на дело, пили внутрь перед тем, как и после того, как настойку чеснока на вине. То есть обычно столовое вино. Сколько там градусов, блин, от 9 до 12 оборотов, да, у нас вино идет. Вот, банально, настойка чеснока. Вот, все. Что нам сейчас говорят про коронавирус? Он попадает через глаза, уши, ну и воздушно-капельным путем, да, значит, с грязными руками. Руки надо мыть, морду лица надо мыть, и уши в том числе надо мыть. Ну, блин, вот все то, что мне мама говорила в детстве. Да. Для европейцев, как всегда, это оказалось неожиданностью. Ёп, ПРСТ, надо мыть руки, значит, а иногда и уши даже, да. Вот. То есть, самое простое и дешевое. Пшел, купил бутылку водки. Значит, выдавил туда, грубо говоря, значит, головку, луковицу, чеснока. Настоял, ну, хотя бы там день-два, лучше 3, хотя бы. Развел все это дело водой. Спиртометры продаются сейчас, по-моему, в любом хозяйственном магазине. Вот. Развел все это дело водичкой, там градусов до тех же самых 10, в среднем там 10,5. Ну таки пользуй. Эстетам, соответственно, можно рекомендовать непосредственно оригинальный рецепт. Берете вино хорошее, настаиваете там чеснок и употребляете согласно тому, что я сейчас сказал. Естественно, есть определенные ограничения, значит, для детей-подростков. Но опять же, дети-подростки в группу риска не входят. В основном. Раз. Естественно, ограничения есть для тех граждан, которые собираются сесть за руль. Перед рулем, значит, пьянствовать все-таки не рекомендую. Не потому, что попадетесь, лишитесь прав, а потому, что пьяный за рулем преступник. Вот. Да. Так что вот, ребятки, имейте в виду. Вот это вот хозяйство будет работать в том числе и сейчас, потому что это чеснок, а это вирус. По большому счету все. Работать будет, никуда не денется. Значит, соответственно, как вариант, ну, про то, как поднять иммунитет, я уже, блин, объяснял, рассказывал, по-моему, раз 300. Вот, расскажу в 333 раз. Значит, низкий иммунитет обеспечивается в первую очередь гельминтозом. Все. Гельминтоз у человека просто по факту того, что человек дышит. Все. Берете список последствий гельминтоза, берете, значит, перечень желудочно-кишечных заболеваний, сравниваете, совпадает на 100%. Почему? Ну, потому что гельминтоз. На фоне гельминтоза начинает развиваться практически любая, вся остальная, значит, зараза. Все, ребятки. Учитывая, значит, мой опыт, можно сказать, что это уже аксиома. Вот. С моей точки зрения, это уже аксиома. Все. Из самого простого, что можно сделать, я вам сказал. Значит, второе. Бояться этого самого коронавируса не следует. Третье. Значит, заниматься своим здоровьем необходимо в любом случае. Несмотря на там, вирусы, гриппы и так далее и тому подобное. Сейчас просто очередной повод, чтобы этим своим здоровьем, собственно, заняться.
Вот. В общем-то, все. Да, что касается доклада по коронавирусу, в общем-то, все. Итак, собственно, болтал час 10 минут без перерыва. Вот. Что будет у нас с экономикой на фоне всего этого хозяйства? Ну, как вам сказать? Учитывая, что наш сказочный президент заявил о том, что люди, имеющие зарплату в 1,5 размера минимальной оплаты труда, то есть имеющие доход больше 17 тысяч рублей, относятся к среднему классу, я подозреваю, что будущее экономики нашей страны очень печально. Вот. Да. Я понимаю, когда, значит, был определенный персонаж, который, значит, отливал в граните на тему «денег нет, но вы держитесь». Но когда гарант нам начинает рассказывать, что на 17-20 тысяч можно купить квартиру без ипотеки, машину без кредита, причем новую, в том числе иномарку, я понимаю, что, собственно, да, это край. Вот. И за этим краем просто пропасть. Если мы сейчас были в пике, то сейчас будет просто вертикальное падение. После таких вот заявлений. Когда человек, на удивленный взгляд журналиста, начинает дергаться и рассказывать: а что вы думали? А как вы хотели? На самом деле это все вот так. Вот. Понимаете, есть такое явление в психологии, в психиатрии, называется газлайтинг. Вот. Это по пьесе одноименной, которая в переводе на русский так и называется «Газовый свет» или «Свет газовых фонарей». Вот. Там происходит такая фигня. Человек женится на девушке для того, чтобы завладеть ее состоянием. При этом он банально сводит ее с ума, убеждая в том, что черное это белое, я сейчас утрирую, белое это черное, значит, то, что она видела, слышала, на самом деле это неправда, это не так. Она слышала не то, она видела совершенно не то, она поняла все не так. Вот. То есть, когда человека пытаются убедить в том, что он сумасшедший, пытаются объявить то, что он видит, значит, трактовать совершенно не так, как оно есть на самом деле, как воспринимает этот человек, это называется газлайтинг. Это считается психиатрами огромнейшей, мощнейшей агрессией, вот, страшнейшей агрессией. И, как я понимаю, на сегодняшний день, вольно, невольно, значит, специально или не специально, хрен его знает, но высшие должностные лица этой страны, что называется, занимаются в отношении народа этой страны именно газлайтингом, как я понимаю. Все. Как-то так, ребятки. Поэтому коронавирус на самом деле на сегодняшний день это не проблема. Вот. Это не проблема. Проблема у нас немножко в другом. Значит, опять же, кризис идет хорошо скоординированный. Судя по всему, крупный бизнес был в курсе. Вот. Потому что если прошлый кризис, например, цены хотя бы на те же самые автомобили начали подскакивать спустя там
месяц, два, три, то здесь бахнул, провалился рубль, и в этот же день начали подниматься цены на автомобили. Вот. То есть все это дело было ожидаемым и достаточно скоординированным, как я понимаю. Просто-напросто. Вот. Я буду рад ошибаться. Да. Значит, еще раз. В отношении коронавируса я вам просто-напросто перечислил, озвучил имеющиеся на сегодняшний день факты. Вот. В отношении экономической и политической ситуации в стране, ну да, это мое, собственно, видение на вот это вот все хозяйство. На то, что происходит. Да. Да. На фоне вот этого всего, отруливания от патернализма, как нам сказали, крайне негативное явление, в общем-то. Так. Так, я не Владимирович, я Андреевич, если что. Да. Так, ну, золотая серединка, не вопрос. Могу поделиться. Если в камеру пролезет, могу поделиться. Так. Так. Чеснок с борщом, да, тоже хорошо. Значит, помимо чеснока, антибиотики, приближенные к действию, нету. Так, спорт не помогает от этих вещей. Еще раз, значит, спорт и иммунитет – это понятия достаточно разные. Можно еще как-то к иммунитету немножко подтянуть физкультуру, но спорт точно нет. Так. Ставят ОРВИ, с женой переболели. Еще раз говорю сразу, значит, разница ОРВИ, ОРЗ – это температура достаточно низкая, субфибрильная, там иногда 38 с копейками. Грипп – это всегда высокая температура. Всегда высокая температура. Именно этим эта сволочь опасна. Вот. Так. На тему, значит, Италии в комментариях в Ютубе писал человек, значит, из Италии, так и говорит, что вирус поражает в первую очередь, значит, людей в старческом возрасте, то есть тех, кто за 90, во вторую очередь тех, кто, значит, под 90, и фактически не трогает детей, подростков, беременных женщин там и так далее, и прочую молодежь. Вот. Так, запись, да, будет. Я, ребятки, читаю комментарии от обратного сейчас. Так. Быть умнее, чем ты есть, не получится. Но это примерно как прыгнуть выше своей головы. Быть сильнее, чем есть, тоже не получится, да? В конкретный момент времени. Но ведь можно тренироваться. Мозг это то же самое. Так. К середине апреля все кончится. Вопрос второй. Чем все это дело продолжится? То, что, значит, все вот эти карантинные мероприятия, они закончатся в течение месяца, это да, это понятно. Понимаете, местами вообще доходит до маразма. В Грузии, например, начали закрывать магазины. Они ввели режим чрезвычайного положения и закрыли к чертовой матери магазины. Чего они добиваются, я не знаю. Вот. Ну, по последним данным, значит, ждали решения президентши грузинской.
Вот, чего она там, собственно, решит. Ей предложили, она должна, значит, решить. Они закрыли границу с Россией, например. Ну, я так понимаю, это один из изощреннейших способов самоубийства для грузинского правительства, значит, и грузинской экономики. Там вся Грузия завязана на туризм. Вот. Они закрыли сначала границу с Турцией, с Арменией и Азербайджаном. В самую последнюю очередь, сейчас скажу, 16 числа в 6 утра должны были закрыть границу с Грузией. Закрыли в 2 часа ночи по погодным соображениям. Да, все. Но погода наладится, а в это самое мозги восстанавливаются долго. Так. Так. По статистике как раз таки, значит, дети в группу риска не входят. Исключением являются, значит, те дети, которые уже в раннем возрасте имеют достаточно серьезные заболевания, связанные именно с просадкой иммунитета. Понятно, да? Так. Третья мировая война, да, вот она сейчас идет как раз таки. Ну, еще раз говорю, бомбить оно как бы сложновато. А вот таким вот образом, в принципе, что, собственно, нет-то. Война, она имеет разные формы. Первую мировую активно применялось химическое оружие, когда Германия использовала, значит, там фосген, использовала хлор, вот, вообще газы. Вот. Да. Сейчас достаточно активно используется биологическое оружие. Ну, как говорится, кто ж его посадит? Он же памятник, да? Кто ж, блин, будет бомбить Соединенные Штаты? Это же Соединенные Штаты, ядрить Мадрид. Вот. Все, с одной стороны, хотят, блин, грохнуть их экономику и пожрать, значит, на их костях. А с другой стороны, точно так же все прекрасно понимают, что грохнув доллар, блин, они грохнут собственный карман. Блин. Вот. Это будет фактически самострел, блин. Выстрелил себе в ногу, да? Вот. Дети разносят вирус, блин. Где они его берут? Дети разносят вирус, блин. Идиоты. Так. На пляжах бары есть, общепиты всякие. Еще раз. Когда у вас остров, да, строго по периметру острова один большой пляж. Поэтому там общепиты совершенно не везде. Совсем не везде. Общепиты там присутствуют только там, где основные туристические места. По большому счету все. Все. Но это абсолютно не везде. Да. При том, что туристы там шарахаются, еще не уехавшие, а местных всех загнали, значит, уже по домам. Бред. Да. Бояться, так, Берта Кузьмина. Значит, гриппа не боялась, коронавируса боюсь. Еще раз, вы боитесь потому, что вам объяснили, что надо бояться. Вы просто поддались панике вместе со всеми остальными. Вот. Всего-навсего. Всего-навсего. Да. Так, выпиваю каждый вечер 100 грамм коньяка и пошел нахрен этот вирус. Если вы будете добавлять туда же, значит, еще и перчик, или перчик будете есть перед коньячком, будет совсем замечательно. Ну, красный жгучий перчик, да. Так. Да, главный инфекционист завезла в регион коронавирус. Но это вообще классика, в принципе. Да, инфекционисты завозят, значит, инфекцию. Вот. Эндокринологи имеют проблемы с щитовидной железой. Вот. Нефрологи, значит, загибаются от проблем с почками.
Гематологи, значит, имеют проблемы с кровью, вот, кардиологи с сердцем, а онкологи, соответственно, умирают от рака. Ну, это классика, ребята. Это, собственно, классика. Были здоровеньки, да. Вот, да, как-то так. Как-то так. Опухоль мозга, точно так же, как опухоль чего угодно, фактически колония трихомонад развивается за счет того, что трихомонады имеют питание. Все. У организма недостаточно сил для того, чтобы эту опухоль изолировать. Вот. Собственно, все. Еще раз. Как только есть опухоль, значит есть трихомоноз. Если есть трихомоноз, может быть и опухоль. Может и не быть опухоли. Может это все хозяйство будет в это самое равномерно размазано по всему организму. Да. Так, какие страны в будущем будут безопасны? Все страны в будущем будут безопасны. Вы про какое будущее говорите? Ближайшее, там, в течение месяца. Еще раз, на сегодняшний день опасно только там, где активничают, как сказать, там, где активничают американцы. Вот там, да, там опасно в первую очередь. Все, по большому счету. С точки зрения биологической безопасности, еще раз, все зависит от вашего иммунитета и средств профилактики. Основное средство профилактики – это чеснок, его настойки. Вот, по большому счету все. Заметьте, кстати говоря, все молчат строго про Индию. Все строго молчат про Индию. В Индии реально большое количество народонаселения. В Индии не было такого количества войн, как, например, в том же самом Китае. Индия не подвергалась таким нападкам, как тот же самый Китай от Японии или англичан, например. Вот. Там реально, значит, больше миллиарда населения. Вполне возможно, да. При этом всем, что там слышно? Ничего не слышно про этот коронавирус. Почему ничего не слышно? Народ активно жрет кучу специй. Постоянно. Вот. Опять же, про коронавирус ничего не слышно в Африке. Почему? Ну, может, потому что у американцев не было цели заразить именно Индию, не было цели заразить, значит, африканские страны. Они заражали, как еще, значит, Иосиф Виссарионович писал, что атакам будут подвергаться как раз-таки китайцы за то, что в свое время выпнули к чертовой матери англичан. Значит, будут подвергаться, значит, итальянцы за то, что в свое время победили фашизм. Ну, собственно, да, получите, распишитесь. Как-то оно странно совпадает, да? Вот. Да, спасибо за демексид лаванду. Перелом сросся за 3 недели. Пожалуйста. Так, опухоль только резать. Ну, в принципе, не обязательно резать. Надо смотреть, в каком состоянии, насколько быстро растет. Если она просто как бы есть и пока не увеличивается, в принципе, есть возможности что-то там пободаться с этим хозяйством. Вот. Да. Есть ли люди, у которых нет гельминтоза, трихомоноза? Периодически бывают, но опять же по факту того, что они дышат, находятся в обществе, то они снова становятся носителями того же самого гельминтоза. Еще раз, трихомонада играет в нашем организме роль тренера.
То есть без трихомонады иммунитета как такового тоже не будет. Она его, собака, тренирует. У некоторых, правда, затренировывает до смерти, вот, но тем не менее. Понимаете, это точно так же, как у нас с менингококком. Вот. То есть, когда его много, человек получает такую болячку, как менингит, становится либо мертвый, либо дурак. Вот. Но без того же самого менингококка невозможно передача сигналов. Понятно, да? Вот такая вот интересная хрень. Собственно, да. Так, Андро, блин, вот я тебе что сейчас, бабушка-гадалка, блин, грипп или ОРЗ? Откуда я знаю, блин? Не знаю. На грипп похоже. Да. Знакомы в Индии. Местные показывают пальцем на белых и ржут. Корона, корона. Ну, запросто, да. Запросто. Так. Врачи говорят, очень страдают легкие. Ну, нужна только вентиляция легких. Вот я посмотрел, тут ролик ходит, значит, по сети. Там Испания, больница в Милане, и показывают, значит, лежачие больные, там полусидячие больные, с вентиляцией на вентиляции, значит, легких, даже не искусственная вентиляция, а там на кислороде как минимум. Вот, да. И почти у всех замотаны ноги. То есть люди в основном находятся в памперсах, вот, и у них замотаны ноги. Я так понимаю, это потому что отеки жуткие. То есть, еще раз, отеки – это большое количество токсинов и, соответственно, относительная нехватка воды. Ребят, то есть все то же самое, что при пневмонии. Вот. А при пневмонии чеснок килограммами, клюква килограммами, вода ведрами. Что еще? Как еще по-другому-то? Вот. Так. Врачи нам говорят, ну да, так все то же самое. Люди кашляют, болеют. Вон. Да. Да. Ну, если нейрохирург сказал резать, ну, значит, режьте. Вот. Что я могу сказать? Я же не буду спорить. Как тесть решит, так и будет. Вот. После вскрытия черепной коробки, после трепанации, человек будет гарантированный инвалид. Будет нарушено внутричерепное давление. Навсегда, на всю жизнь оно никогда уже не восстановится. Будет нарушена микрофлора. Вот, будет нарушено до хрена каких процессов. Так. Во время голодания тиосульфатом нет. Водой. Нет, тиосульфат едой не является. Значит, но токсины снимаются, выводятся водой. Еще раз, водой. Вот. Либо через верх, либо через низ. Либо спереди, либо сзади, но водой. Вот. Там при голодании всегда дикая нехватка воды. Всегда дикая нехватка воды. А вы собираетесь еще и соли добавить, того же тиосульфата. Вот. Как-то так. Все, ребятки, давайте вопросы по коронавирусу. Если нет, то завязываем, значит, с этим всем хозяйством. Да. Вот. Поэтому резюме какое? Занимайтесь своим здоровьем. Это вам никто не мешает делать. Изоляция, не изоляция, вопрос отдельный. Но есть повод, нет повода, значит, заниматься своим здоровьем. Это уже кому как, да? Для некоторых пока именно жареный, именно петух
пока именно в задницу не клюнет, не чешутся ни хрена. Вот. От любой заразы спасает только собственный иммунитет. Это тот механизм, который изначально заложен, я не знаю, там, как хотите, так и называйте, создателем, природой, вот там, вселенной и так далее. Изначально человек оснащен вот этой вот самой штукой. И начиная с рождения, этот самый иммунитет у этого самого человека всю жизнь фактически подавляется. Сначала благополучно подавляется окружением маленького человечка, когда его заставляют есть то, что он не хочет, когда его заставляют есть, когда он не хочет, например. Вот. Ну, за исключением, опять же, там, сладостей и прочих лакомств, да. Вот. Иммунитет подавляют, когда бабушки закармливают своих внучочков, внучатков, значит, опять же, вот этими сладостями. Иммунитет подавляется, когда ненормальные мамаши закармливают своих детяток, значит, печеньками, как я сейчас это достаточно регулярно вижу. А что такого, это за печенька? Ядрить, мадрить, там в этой печеньке столько химии, что, блин, удивляешься, как она не взрывается еще, блин. Это самая печенька, блин. Вот, то, что там в основе маргарин, ядрить, мадрить, но это уже, да, изначально, значит. То, что, блин, там крахмалов, опять же, дохренища и больше. Да, блин, то, что это углеводы сплошные и приучение организма к легким углеводам, к быстрым углеводам, блин, это, опять же, здоровье ни хрена не добавляет. Потом удивляются, откуда у ребенка диабет, откуда у ребенка, значит, то, откуда у ребенка все. На уроках биологии в школе почему-то не учат тому, что крахмалы, они мешают организму выводить токсины. Понимаете? Крахмалы мешают организму выводить токсины. Вот в чем интересная штука-то. Вот. Поэтому чем меньше крахмалов жрете, тем, собственно, лучше. Вот. Да. Если вам нужны углеводы, ну, получайте из сала. Украина правильно делает, правда, у них сейчас у самих сала нету, да. Вот. А жаль. Опять же, сало – это те же самые углеводы, что характерно. Вот. Так что, ребята, занимайтесь собой, повышайте иммунитет, решайте вопросы со здоровьем. Вот эта вся хренотень, она показала одну очень интересную штуку. Она показала, что на самом деле медицины как таковой фактически не существует больше. Причем не только в России, но и, блин, во всем остальном мире. Медицина как наука, она умерла. Медицина на сегодняшний день выродилась в какую-то, блин, я не знаю, секту, в какую-то касту, вот, неприкасаемых. Вот они там внутри этой касты, значит, ходят, делают умные лица, все остальные на них, блядь, молятся. При том, что организм ваш, а вы молитесь на хрен знает кого. Кто вам мешает изучить этот самый организм, заняться им самостоятельно? Есть то, что требуется. Еще раз, питаться правильно на самом деле это не так дорого, как кажется. Вот однажды, это было уже достаточно давненько, да, значит, захожу в магазин, там ходит дед, я его видел неоднократно в районе. Дед, значит, стоит, изучает ценник. Ну, я прохожу, он изучает ценник на доширак. Я, значит, там набрал, иду, он, значит, идет с дошираком. Вот. Я его, значит, остановил. Дед, я говорю, а нафига? У меня, говорит, денег нету на нормальную еду. А это типа вот дешево так. Я говорю, дед, ёкарный бабай, если мы посмотрим
вес конечного продукта, то простые макароны получаются по цене столько же, как этот самый доширак. Но при этом эти самые макароны, они хотя бы не химические, они хотя бы, действительно из муки сделанные. Вот. Это раз. Второе, он там набрал, значит, какой-то хренотени, тоже, вроде как дешевой, химической. Вот. Колбасы какой-то он дешевый взял, дешманской, совсем никакой. Я говорю, смотри, вот ты взял вот столько вот грамм этой самой колбасы дешманской, да, она стоит у тебя вот столько. Пойдем, вот здесь вот мясо взять, если, то с этого мяса можно хотя бы суп сварить. Картошечки покрошить. И по весу готового продукта, по объему, будет значительно больше, чем этой колбасы. А по цене будет все то же самое, потому что картошка стоит дешево. Он стоит на меня, смотрит, значит, глазами хлопает, губами шевелит, считает в уме. Ёпрст, что, говорит, я совсем стар стал считать, говорит, разучился, действительно. Понимаете? И вот так вот с людьми сплошь и рядом. Сплошь и рядом. Вместо того, чтобы взять нормального, но немного, берут говна, но побольше. Только потому, что дешевое, что ли? Ну так это же дерьмо. Заедите в деревню, деревенский сортир, там вообще я вам бесплатно отольют. Полный бидон. Из нужника уличного-то. Ёпрст. Так. Именно человек как автомобиль, да, я об этом уже рассказывал. ТО, на машине что-то никто не экономит. Никто не льет масло подешевше. Вот. Все смотрят, главное, чтобы движок не запороть. Потому что все знают, капремонт мотора стоит дорого. Да? А капремонт, значит, организма. Что, дешево? Да. Так. Спасибо, что вы есть. Да, ёкарный бабай. Я себя скоро буду этим самым богом чувствовать, Так. Да. Ну, в общем, как-то так. Так что, опять же, думаем своей головой. Не ведемся на истерику. Если кто-то, запомните простую вещь. Если вы пришли на рынок, кто-то возле уха орет, подпрыгивает, тянет вас куда-то за рукав, значит, хотит ваш кошелек хотя бы типа просто подержаться, значит, однозначно вас хотят развести на ваши бабки. Вот, это однозначно. Да. Заразиться коронавирусом, шансов у вас значительно меньше, чем выиграть в лотерею. Значительно меньше. Да. При этом в лотерею вы потеряете там сколько? Рублей 100-200 рублей, да? Вот. Если заразитесь коронавирусом, это будет вам повод подумать, что вы не так делали ровно до этого самого момента. Потому что человек сначала старательно гробит собственный иммунитет, потом бесконечно удивляется последствиям этого. Потом героически преодолевает эти самые последствия. Потом наплевательски относится на получившийся результат, если особенно ему получилось побороть, значит, заразу. И он начинает весь процесс заново. То есть, опять же, возвращаемся к поговорке, что с человеком не делать, он упорно ползет на кладбище. Вот. Да. Как-то так, собственно. Ну и да, ребята, все будем там,
Все когда-нибудь помрем, кто-то раньше, кто-то позже, но, еще раз, помрем мы только тогда, когда выполним свое предназначение. Все. У каждого есть определенная цель его жизни. Он ее должен выполнить. Как только выполнил, после этого и помирать, собственно, не страшно. А до того лучше все равно судьбу не испытывать. Понятно, да? Вот. И в основном эта цель обучение себя любимого. Научиться чему-то, понять что-то, выводы какие-то сделать правильные. До тех пор, пока человек не сделал правильных выводов, у него одна и та же ситуация будет повторяться и повторяться и повторяться. Ну, как для дурака, жизнь будет повторять до тех пор, пока не поймет. Если так и помер дураком, ну, значит, в следующий раз начнется ровно с этого же самого. Господи, проблем-то. Вот, проблем-то. Как-то так. Как-то так. Так. Посоветовал перчик, стул пошел с кровью. Что может быть не так? Может быть не так, отвалились, значит, глисты, ранки образовались. Посоветуйте ему чай перцовый. Это будет однозначно лучше. Так, недавно дама была, шел стул черный. Ну, это стул черный, это значит с кровью. Там либо желудок, язва открылась, либо 12-перстная кишка. Перцовый чай. Резко полегчало. Все прошло. Понятно, да? Вот. Так. Стул идет с кровью, это не страшно. Это, еще раз, это может быть внутренний геморрой. Внутренний геморрой иногда образуется от того, что там сидят в толстом кишечнике, я уже говорил, волосоглавы. Такая сволочь. С одного конца обычный глист, с другого конца он тонкий, как волос конский. И вот эта сволочь цепляется за кишечник каким образом? Протыкает стенку кишечника и загибается крючком, вот так держится. Пережидает, так сказать, плохие времена. Потом, соответственно, отцепляется. И вот это вот место, значит, соответственно, начинает крыть, там же слизистая. Вот. В этом месте начинает надуваться такой пузырик, не пузырик, блин, мешочек с кровью. Вот. При этом надо понимать такую вещь, что кровь у нас является идеальной краской. У нее просто фантастическая укрывистость. Понимаете? У крови-то. Вот банально, пальчик порезал, по кухне накапал, несколько раз поскользнулся. Кухня выглядит так, как будто, я не знаю, там свинью, блин, резали. Все в кровище. Хотя там несколько капель с пальчика, понимаете? Вот. Здесь все то же самое. Там чуть-чуть совершенно, значит, крови было. Но вот это все хозяйство размазалось по калу, вот это хозяйство выпало в унитаз, вот это хозяйство окрасило в воду. Человек смотрит, глаза большие, мама дорогая, я умираю, у меня, значит, кровотечение с задницы. Вот. Хочу успокоить. Ровно до тех пор, пока, значит, во время, извините, пердежа у вас не брызжет из задницы кровью, беспокоиться по большому счету не о чем. Понятно, да? Вот. Скорее всего, ну да, необычно, блин, страшно, да, но на самом деле не смертельно. Скорее всего, у человека в том числе есть проблемы с простатой. Вот, скорее всего. Однозначнее всего. Еще раз говорю, в этом случае надо все-таки заниматься своим здоровьем, а не пугаться симптоматики. Понятно, да? А то чуть-чуть что-то сделал, что-то там оно случилось, мама, это перец виноват. Нет, это не перец виноват. Вот, да, и так далее. Эхиноцею как иммуностимулятор применять можно.
Но осторожно, она, сволочь, давление поднимает. Так. Бьет по людям, принимающих бета-блокаторы. Не знаю, не слышал об этом. Так. Так. Да, что такое человек, очень интересно. Спасибо. Так. Стул с кровью это необычно. Ну, для разнообразия, блин. Да. Если после перца кровь в моче, если кровь в моче, значит, скорее всего, есть проблемы с камушками. Там надо смотреть уже УЗИ, почки и так далее и тому подобное. Дело в том, что, еще раз, ребят, перец, это белки, жиры, углеводы. Все. Причем белки наскоро слеплены из аминокислот. И для того, чтобы разложить эти белки на аминокислоты, даже желудочных соков не надо. Все это хозяйство прекрасно усваивается в ране. Понимаете? В ране. Капсаицин, соответственно, кровотечение точно так же не вызывает. Он их наоборот останавливает. И если после принятия перца у вас начались какие-то подобные явления, это говорит только об одном. Организм у вас начал что-то делать. Начал активизироваться и начал что-то делать. Вот. В результате действия организма начинают появляться какие-то такие вот интересные моменты. Но, еще раз, кровь в моче это стандартно. Уролог, нефролог. Вот. Смотреть УЗИ, где что, скорее всего, где-то камушек, куда-то пошел, что-то поцарапал и так далее. Вот. Да. Так. Как снизить давление? Это у меня рассказано. Так, внешний геморрой у меня рассказано. Так, геморрой и варикоз болезни побратимы? Нет. Геморрой это у нас свободно-радикальная болезнь. Варикоз это у нас венозная система. Засранная, по-другому не скажешь, трихомонады. Все. Вот. Так. При каких обстоятельствах прием перца не навредит? При любых обстоятельствах не навредит. Так. Эритроциты, микробы есть в моче, по УЗИ почки чистые. Куда копать дальше? Если почки чистые, значит есть проблемы с мочевым пузырем. Вот. Значит, там, скорее всего, идет какой-то воспалительный процесс. Как лечить геморрой, у меня, в принципе, рассказано. Как убрать синяки под глазами, надо выявлять причину. Так, на сегодняшний день тема стрима, в общем-то, исчерпана. Вопросы пошли уже не по теме. Вот, и в том числе вопросы пошли от людей, которые сайт мы не читали. Значит, если у вас есть какие-то вопросы ко мне, то рекомендую в первую очередь зайти на мой сайт levbulldozer.ru. Там есть слева, например, содержание, вот, и, соответственно, по тематике разбито. Справа, чуть выше, почти, ну, не в самом верху, так вот, в районе там вот эта вот верхняя полоса оформления идет, есть поисковая строка, в нее, соответственно, забиваете интересующие вас слова, сайт будет, именно сайт, не Google, не Яндекс, именно сайт будет выдавать вам информацию с этими ключевыми словами. Понятно, да? Вот. Информации там не просто много, там ее очень много, поэтому ищите, находите, читайте. В том числе там много связанной информации. Весь YouTube фактически опять же там выложен, то есть это то, что я рассказывал именно вот так вот. Достаточно много именно заметок и именно статей. Вот. И это будет в любом случае значительно лучше, полнее, чем я вот здесь вот буду вам на бегу вкратце рассказывать. И от этого у вас будет еще больше вопросов. Вот. Еще раз, для тех, кто, значит, первый раз пришел ко мне, сразу говорю, это не перепечатки из интернета.
На моем сайте нет перепечаток из интернета. Есть в интернете перепечатки с моих сайтов. Свои статьи я пишу самостоятельно. А на моем сайте выложены, первое, материалы книги Куренкова Сергея Петровича. Да. Раз. Второе, значит, мои статьи. Третье, значит, там лежат, по-моему, книги Свящевой Тамары Яковлевны. Вот. Ну и цитаты Амосова, значит, там, к примеру, присутствуют. Вот. Но то, что не мое, это все подписано, авторство указано. То, что мое, авторство не указано. Соответственно, про меня там тоже написано, кто, чего, зачем, почему и так далее. Образование юридическое, значит, если по диплому, медицинское образование получено в качестве самообразования, потому что жизнь заставила. Вот. Фактически, ребятки, собственно, все. Так, всем спасибо, что пришли. Вот, всем спасибо, что пришли. Да. Так, могу предложить вам создать приложение по мотивам вашего сайта. Приложение, которое будет, скажем так, отражать информацию. Мобильное приложение имейте в виду. Ну, в принципе, вариант достаточно интересный. Вот. Напишите, какие условия желаете. Вот. Поглядим, обсудим. Например. Да. О пользе и вреде попкорна, ну, нет там ни вреда, ни пользы. Ребят, кукуруза, она сама по себе пустая культура. Вот. На самом деле кукурузу начали выращивать в первую очередь для того, чтобы кормить скотину, птицу. Вот, раз. Второе, значит, кукурузу пытались выращивать, чтобы добывать из нее золото, потому что это культура, которая умудряется синтезировать золото. То есть добывать его из почвы и плюс синтезировать самостоятельно еще. Точно так же, как грецкий орех синтезирует йод, вот, точно так же кукуруза синтезирует золото. Пытались добывать золото из нее. Ну, получается не особо, слишком мало золота. Вот, слишком большие затраты, поэтому плюнули. Поэтому все. А так кукуруза для человека это пустая культура. Вот. Ну, мамалыга это, конечно, штука интересная, но иногда. Не сильно часто. Так. Достаточно посмотреть на этнических, значит, классических молдаван. Их так и зовут мамалыжниками. И совершенно не зря про них ходят анекдоты. Да. Да. Можно ли бананы натощак? А можно ли картошку натощак вареную? Это же одно и то же. Можно? Чего нельзя-то? Пора начинать дегельминтизацию. Пора. В любом случае ее начинать не поздно и не рано. Так. Попкорн, абсорбирующие свойства. Нет. Абсорбирующие свойства самые лучшие на сегодняшний день это ферран. Раз. Значит, второе, это тиосульфат натрия. И по большому счету все. По большому счету все. Да. Хрущев не золото много хотел, ну, в том числе он просрал по большому счету все запасы золота, которые были созданы Сталиным. Понимаете? Хрущев просрал все. Весь золотой запас. Вот. Тоже думал, что все, блин, купит. Придурок. Да. Перловку нужно есть? Можно есть. А вообще ее еще называют шрапнель. Не только потому, что она, соответственно, выглядит, но и по последствиям. Да. Как-то так. Ладно. Все, ребятки. Всем спасибо. Всем пока. Приходите еще. Будьте здоровы. Так, завершить.